Привет, друзья! Вы на канале Яхта на колесах. Меня зовут Антон Муравьев, и мы находимся в Польше на презентации новинок от Hummer. И сегодня у нас обзор на классический культовый прицеп Eriba Touring 530. I wanna dance, just look with you. Sha-la-la-la, whoa, whoa, whoa. Now girl, give me your point of view. Sha-la-la-la, whoa, whoa, whoa. I'm gonna spend you till my heart will fire. If you dance with another guy, are you ready to see me feeling blue? Sha-la-la-la, whoa, 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 whoa. Are you the girl I'm spending to? Sha-la-la-la, whoa, 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 whoa. These are the questions of my full desire. If you let me, I'm gonna die. Прицеп представлен в двух цветовых решениях, как снаружи, так и внутри. Но сегодня мы остановимся на вот этой версии Rockabilly, просто потому что, она мне визуально больше нравится. Эта модель настоящая классика. Это первый прицеп, который стали выпускать на Hummer, и выпускают его много лет до сих пор. Одну и ту же модель. Но, разумеется, каждый новый год, каждый новый сезон получает какое-то обновление технологическое. То есть этот прицеп, с одной стороны, максимально современный, но с другой стороны, в классическом дизайне, в классическом решении. Я думаю, его стоит выбирать вот именно в том случае, если вам близки такие визуальные решения. Прицеп рассчитан в основном, конечно же, я бы сказал, на двоих путешественников, потому что он достаточно компактный. Но в целом здесь в столовой опускается тоже вот стол. В принципе, это на троих может быть, но если вам вдруг комфортно, вот на этом месте вы можете визуально оценить, сколько здесь места. Разместиться, например, вдвоем, то, может быть, можно разместиться и вчетвером. Это уже решать вам. Разумеется, этот прицеп у нас скорее такой летний вариант, потому что у нас здесь есть подъемная крыша, и у нее, просто тканевые стенки. При какой-то такой температуре, как сейчас у нас порядка тут 12 градусов, конечно же, с печкой Трума у нас здесь будет, достаточно тепло. Но в целом вряд ли его можно использовать зимой. Но только если опустить крышу, тогда будет достаточно низко. Крыша опускается до вот этого уровня и придется ходить вот как-то так. Но спать, в принципе, наверное, можно. Чуть-чуть согнувшись пройти. Мы же с опускаемой кроватью как-то в дом заходим. Несмотря на то, что прицеп компактный, место в нем использовано очень эргономично. Например, вот у нас можем увеличить так же, как мы часто встречаем в автодомах, рабочую поверхность с помощью досочки, если нам не нужна в этот момент мойка. Плюс, например, есть еще вот такая откидная поверхность. Здесь даже есть душ, что далеко не всегда встречается в таких компактных прицепах. Реализован он, правда, вот таким интересным образом. То есть даже когда мы закрываем дверь, у нас остается небольшое окошко. Его, конечно, можно закрыть с помощью вот такой ткани. Но, несмотря на такие компактные размеры, у нас здесь в целом вполне себе нормально можно поместиться. Как нормально? Например, как в венах. Когда мы встречаем компактный душ, туалет, вот здесь примерно таким образом. Но поместиться и, чисто технически воспользоваться душем здесь возможно. Надо не забывать, что это очень маленький прицеп. Рядом с кроватью есть вот такой гардероб. Его будет, мне кажется, вполне достаточно для летнего путешествия на двоих человек. А под кроватью у нас есть еще весьма
Просторное багажное отделение. Здесь действительно, ну, мне кажется, немало места для такого прицепа. А еще есть любимая кофеварка Александра Епифанцева. Также у нас есть холодильник-дометик весьма стандартных размеров для прицепа, работает от электричества 12-220 вольт и от газа. Ну и, конечно же, печь Трума, которую я уже сказал, работает от газа. Но самое интересное с точки зрения дизайна у нас начинается снаружи. Это и вот эти классические колпаки, ну и общий внешний вид, который вы можете сейчас наблюдать. При этом на такой прицеп встают вот такие современные опции, как, например, маркиза Thule OmniStore. Ну и вообще из каких-то современных решений здесь, конечно, есть светодиодные лампочки, самое последнее все электрическое оборудование. Кстати, опционально можно установить вот такое устройство от Truma. Оно позволяет нам передвигать прицеп не руками, а с помощью пульта, например, во время парковки в кемпинге или когда нам нужно подвинуть прицеп очень плотно к прицепному устройству автомобиля. Вот тоже такой интересный опциональный момент. Iriba Touring 530 мы сегодня с вами посмотрели. Напоминаю, мы находимся в Польше на презентации новинок от Hymer. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу этого прицепа. Взяли бы себе такой, нравится вам или нет? Ну и вообще, как думаете, для кого подходит такой прицеп? Ну и у нас, конечно же, будут обзоры еще на другие модели, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.